приветствую. Запишем обновление обзора криптовалют. Начнем, как всегда, с биткоина. И главное, что стоит отметить на графике, какие изменения со вчерашнего дня произошли, это то, что четвертая волна у нас начала преобразовываться в треугольник. Хаи не повышаются, лои не понижаются. На данный момент он принимает вот такой вид: А, Б, С, Д, Е. Ожидая его пробития, по-прежнему вниз в расчетную зону. При пробитии расчетную зону пересчитаем, будет более ясная картина. Пока коррекция в четвертой волне продолжается. Так, давайте посмотрим эфириум, что у нас изменилось за несколько, так сказать, часов, за сутки. Вот так же, как мы видим, здесь треугольничек образуется. Также расчетную зону продлеваем, ожидаем пробития вниз. Далее у нас Ripple. Ripple добавил пятиволновую разметку с ожидаемой зоной достижения. Это предыдущий лой. Также пока по основному сценарию должны пойти ниже. Посмотрим, что изменилось на Dash. На Dash также идем. Раз, два, три. Здесь четверочка. Давайте поближе поставлю. Здесь мы в четвертой волне. И все по-прежнему ожидаем движения вниз. Все еще актуально. По ADI самое интересное. После вчерашнего обзора в комментариях с несколькими подписчиками разговаривал. Все-таки у нас предыдущий вариант был более правильный. То есть вот здесь у нас завершалась волна 1, волна 2. Вот смотрите, вчера у нас какое было число? Сегодня 27. Смотрите, вот по датам даже 26 февраля. До этих пор все выглядело логично, но после пробития хаев пошел резкий рост объемов, индикатор пошел вверх. О чем это говорит? О том, что вот это у нас третья волна. На ней всегда повышены объемы, индикатор прет выше. Так, вот это можно уже удалить. Где у нас расчетная зона третьей волны? Расчетная зона третьей волны у нас вот в этом районе. В комментариях, если хотите, можете посмотреть под предыдущим видео. В ответах я писал, что 1.46 это как раз таки расчетная зона, куда мы и дошли. Единственное, что сейчас хочу сказать. Так, сейчас измерим, сколько у нас здесь все это длится. Что это, скорее всего, даже не конец третьей волны. Мы пойдем выше. Объемы по-прежнему идут в рост, индикатор в рост. Это всего лишь коррекция, и мы ожидаем движение повыше. После этого, естественно, когда завершится, когда мы здесь получим снижение объемов, когда получим дивергенцию на объемах и на индикаторе, мы пойдем в четвертую волну, и после этого в пятую волну, пик которой будет в районе пика третьей волны, где бы он ни был, в будущем увидим. Пока прогноз такой, что ADA еще не показала свой пик, ожидая ее повыше. Дальше смотрим. Polkadot. Вот здесь Polkadot немного изменил характер движения, и это уже не четверочка в пятерке, как на предыдущих активах. Это уже больше похоже на, опять-таки, треугольник, но уже повыше, более старшего порядка. Пока хаи не пробиты, это уже больше похоже на вот такое вот движение. Ожидая что-то по структуре похожее на вот такое движение. Естественно, по-прежнему основное движение пойдет ниже, прогноз тот же. Мы должны сходить вот на эти ценовые уровни. Пока движение показывает именно это. Дальше BNB. По BNB здесь никаких существенных изменений. Движение вниз продолжается с небольшими коррекциями, но идем вниз. Так, рубль на выходных не торгуется. Посмотрим Bitcoin Cash. Bitcoin Cash заранее посмотрел, нарисовал. Здесь также аналогично с другими монетами. 1, 2, 3, 4, 5. Ждем логичное снижение в волне А, точнее в волне 5 волны А, после чего ожидается рост. Но пока достижения отмечены зоны. Так, возьмем сегодня две монеты из комментариев. Вот она, вторая монета Mana, Decentraland, так называемый. Здесь также предположительно вот здесь завершилась третья волна. Началось снижение в коррекции в волне А. Волна А, она импульсная, поэтому 5 волн. 3 из них завершили, 4 предположительно также, не пересекая пик волны 1, и направились в снижение. Ожидаю хотя бы вот в эту зону. Давайте глобально покажу, где мы сейчас находимся по ней. Глобально мы находимся вот волна 1, 2, повышенные объемы, это волна 3. После чего мы сейчас вот идем как раз таки в волне 4. Вот этот большой треугольник, это как раз расчетная зона вот всей этой волны 3. Вот этот маленький треугольник, это более детальная расчетная зона
конца волны 5, желтая линия. По завершению коррекции нас еще ожидает волна 5. По времени, естественно, никаких предположений, только ориентировочные расчетные зоны цены. Прогноз, идем на более низкие уровни. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!